Миллион, Артур, миллион! Всем привет! И ты попал на канал Вилка, а это значит, что нужно ли себе чай взять, печеньки и готовиться к лучшему времяпрепровождению за день. А мы продолжаем Totally Spice, это 6-я серия. А все благодаря поддержке Дарьи Добриной, соответственно, передаем ей большой привет, передаем ей спасибо за поддержку, за то, что он заказывает у нас Totally Spice, который мы, соответственно, с радостью смотрим. Да? Вот. Короче, пока монтировал вот эту вот картинку американскую, русский дубляж, заметил, что у русской версии, оказывается, есть некоторые вырезанные сцены, не задублированные по сравнению с американской. Они не сильно важны, я даже не знаю на самом деле, зачем их вырезали, но их как бы... Ну, мне тоже пришлось все это вырезать. Они не сильно важны, они не сильно длинные, типа буквально там, ну, по 5-10 секунд, штуки 4 где-то их, вот. Просто имейте это в виду. Зачем это сделали, я не знаю. Может, в хронометраж хотели вложить как-нибудь. Вот мы идем, и нет преград. Нас не остановить. Вот мы идем, не ждем наград. Нам нужно победить. Totally Spice. Бора-бора. О, Бора-бора. Дамы и господа, отель Бора-Бора рад приветствовать участников церемонии вручения наград в области науки. О, смотрите! Это что? Медузки? Розовые Я медузки. такого не видел. Сейчас на лицо прыгнет. Это Да? новый вид. Злым стать. О, Какие красивые! Красивые зубы какие. Да. О. 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 Что случилось? Где я? Важно, ты чё, все видео-то когда-нибудь выйдет на ютубе, поэтому надо обязательно сказать, что если ты смотришь, обязательно поддержи канал, подписывайся, ставь лайк, оставляй комментарий, как тебе серия, как тебе реакция. Еще у нас есть Бусти, где есть ранний доступ, эксклюзивы к каким-нибудь видео и другим нашим проектам, и еще ты можешь заказать у нас другой проект, короче, вот. Это все важно говорить, потому что люди смотрите, не подписываетесь, ничего не делаете, а это надо знать. Очень... Ты когда-нибудь медузу пыталась поймать в своей жизни? Вообще ловила медузу? Мертвую. А живых? Зачем их ловить? Ну, А ты ловил? Да. Это же опасно, они же жальтся. Тогда вот я как раз таки хотел поделиться лайфхаком, как ловить медузу, чтобы она не жалилась. У них жалят-то только щупальца, а головка у них не жалит. Поэтому ты вот как бы... Она Ты такая... головку берешь. Ты такой, оп, надо... Нет, ну ты же не можешь ее схватить и взять, она скользкая, она надо ее вот как бы вот так, как будто бы вот ложечкой. Ты ее берешь за голову, подталкиваешь, потом так переворачиваешь, и она получается щупальцами кверху, и на ладошке у тебя лежит головкой, получается. И ты такой вот, живая медузка. Я помню, был, короче, когда на Черном море, а там был какой-то наплыв этих медуз. Медузы вообще очень опасные существа, на самом деле. Они бешено размножаются, бешено уничтожают все на своем... Да, бешено уничтожают все на своем пути, и при всем при этом они бесполезны особо, то есть... А по-моему, я где-то читала, что какой-то вид медузы, что ли, который живет ну, бесконечно, короче, бессмертная какая-то. Да, бывает такое, ага. Вот, и, соответственно, практически единственный, кто справляется с угрозой нашествия медуз на этот мир, это китайцы, потому что они в там каком-то их океане или море постоянно вылавливают этих медуз, а потом они их готовят и кушают. И это там определенный деликатес вроде бы считается, но он такой недорогой. И если они бы это не делали, то большая популяция существ в воде умерла, потому что медузы очень опасны. Вот. И поэтому очень важно, даже вот я был, говорю, на Черном море, было много медуз, и там и реально их надо было ловить, типа выкидывать на берег, чтобы... Это в смысле люди этим занимались? Какие-то специальные? Нет, обычные люди.
Так может это не надо было делать? Надо было, потому что там, короче, все хотели купаться, а купаться не получалось, потому что много медуз и все жали, поэтому все их вот так вылавливали, выкидывали, чтобы чище было море. Взяли, просто убили медуз. Так а чё А от вам них? кто-то разрешал это делать вообще? Потому что мне кажется, они просто бы убивали медуз и все. Типа, мы хотим покупаться, это только вот я хочу в воду войти, вот вы мне мешаете, поэтому я вас выброшу на берег, а бедные медузы страдают. Вот не могу сказать, что медузы бедные. Бедные все, кого они жалят. Сами медузы не бедные. А Они то, что природа страдает, вас не волновало, да? Никто не страдал. Страдали только медузы. Вот именно. Медуза не природа. Угу. Стереть память. Странно, что ли? Беверли-Хиллз, старшая школа. Не забудьте, что сегодня вас будут фотографировать. Вы должны выглядеть как можно лучше. Ты учишься в школе? Да, Я очень не прикольно. готова фотографироваться. Я не знаю, что мне надеть. Улыбаться в Уже второй год, наверное, все пытаюсь сходить на гончарную лепку. У меня это записано в списке дел, но я все не могу выделить на это ни время, ни возможность. этом году или сделать серьезное лицо. О, какая! Привет, неудачники! Я сделала прическу у Морриса. Он лучший стилист в мире. Только Сейчас такой мастер, как засосёт Моррис, твои может волосы. оценить мои волосы. Так ничего не изменилось, такие же волосы. Вот-вот, сейчас засосет в это. Конечно. Слава богу! Сэм, ты спасла мою жизнь! Я спасла твои волосы, Мэнди. Я вспомнила эту серию. Ты помнишь? Это серия, где она сказала: Сэм, ты спасла нам жизнь, мы благодарны тебе, поэтому давай дружить. Вот это? Она сейчас будет бегать за Сэмом. всю серию. Моя жизнь! Я у тебя в долгу, Сэм! Теперь мы лучшие друзья! Лучший. Я заеду с тобой вечером, пойдем на танцы. Готова? Нифига, это у нее чулки или это у нее так ботфорты или что это такое? Смотри, как высоко прям. Я заеду с тобой вечером, А, чулки, пойдем на танцы. походу. Чулки, да. Готова? Нет, спасибо. Не благодари. Встретимся в 8. На, в нос прям, правильно. А может, пойдем в кино и перекусим где-нибудь? Как Нет. ты думаешь? Лучше это время провести в организации. А вот опять телепорт. Это опасно было сейчас. Добрый Но день, не, девочки. не, ну у них же там датчиков полно, они такие, никто не... Знаешь, как в игре, вот ты играешь, и кругом враги, у тебя показывают, может запалить или не могут. Соответственно, когда вот это есть, что никто не запалит, они засасывают сразу. Ты как раз вовремя, Джерри, спасибо. Пожалуйста, посмотрите. 10 известных ученых приехали на конференцию в Бора-Бора. Там Всё время случилось ученых крадут. что-то странное. Бора-бора. Кстати, да. Надо так- Оу, Ваша работа. Какие симпатичные. Ожидание реальности. О, какая гадость. эти симпатичные кляксы полностью стерли память ученых. Вы должны выяснить, кто стоит за этим, и остановить их. Клякс. опасно Это для всего медузы. мира. А теперь ваше снаряжение. Это многоцелевой аппарат для перемещения под водой. А. Как это акваланг, не акваланг, скафандр. Реактивные подводные ботинки и браслеты на запястье. Лиловый цвет. А лиловый цвет разве это не у 4 появляется? Какой там у нее цвет? Ну, 4 шпионка, которая. Нет. Фиолетовый у нее, да? Синий, по-моему. Титановыми Нифига ты крюками, вспомнил, блин. средством от насекомых и Даже забыла. взрывчаткой. Я просто думал, может, это отсылка какая-нибудь. Да, она там редко же Лаборатория появлялась. в чемоданчике для проведения быстрого анализа. Укрепите свои познания в морской биологии. Мы должны учиться. И, наконец, супер мотоциклы. Реагируют на голос каждой из вас. Класс. Команды простые. Старт, скорей и так далее. Я покажу вам, как он работает. Завести мотор. Здорово! Так легко растрапить. Это, по сути, Алиса просто в машине.
Не тратьте время, отправляйтесь немедленно. Нет, Не, я... ну сейчас же тоже есть такие машины на голосовом управлении. Тесла? Ну нет, не только это, сейчас у многих машин такое на голосовом управлении. Просто раньше, вот, ну, какой-то 4-й, 5-й, 6-й год, это было прям ты... Вообще, что за такое будущее Да. А в невероятное. 23-м году экс-пудреницу нельзя найти, чтобы купить. И еще скажи, вот было бы неудивительно, если в 2023 году экспудреница была бы не просто игрушка, а действительно такая, знаешь. Ну, с другой стороны, возьми вот эту вот моторолку, которая открывается, и все, вот тебе твоя экспудреница. А тоже там кнопочки, там тоже экранчик. Можешь на обои поставить Джерри, а саму Моторолу покрасить в розовый. А ты вот там комментарии читаешь, еще никто не кидал мне. И никто не, все лентяи, никто ничего не пишет, понимаешь? Понятно. Никто не хочет тебе отвечать. Я не могу. Почему? Я забыла темные очки. Кловер, перестань! Разве я могу отправиться на тропический остров без темных очков? Девочки. Идем, Кловер! Концерт. Сэм, дорогуша! Мы идем танцевать? Нет, я не могу. Мне нужно навестить больную тетушку. Ненавижу их. Я помогу тебе, твои родственники. Эти родственники, семья, фу! Больная тетушка. Но я тебе помогу, хоть и терпеть не могу их. Теперь и А что там у тебя вкусненько? О, заметила. Потом мои покажу. тоже. Нет, Но это мы спасибо. сегодня есть не У будем. нее обезьяний нуклеоз, очень заразная болезнь. Обезьяний нуклеоз. Интересно, она нуклеоз взяла типа от нуклеиновой кислоты? И ты не должна рисковать. Пока. Было бы прикольно, если б... Так, мышку, быстро-быстро. Вот здесь Минди выходит и смотрит на... А, ну да, Минди. Мэнди. Выходит и смотрит наверх, а тут Сэм летит. Ведь мы сегодня есть не будем. Что хочешь? Бора-бора. Я не знаю, что там такое. Попкорн? Ты и так много вкусняшек кушаешь. Сколько можно. Это случилось вот здесь. Туристы под прикрытием. Хорошая работа. Чтоб я так жил. Мы должны провести Ты расследование. заметьте, у них в одной серии они там на Гавайях, на другой на Бора-Бора. Париж, Бора-Бора, да. Они нормально- Все сезоны так путешествуют. Они нормально вообще отжигают для сколько им там, по 16, по 17 лет? Это можно совместить с загаром? Красота, да? О, Кайф, конечно. это О, это- остатки кляксы. Лаборатория нужна, Вещественное лаборатория. доказательство. Они неорганического происхождения, их создал человек. Отправим в лабораторию на анализ. А теперь посмотрим на этих ученых. Кто вы? Кто я? Где я? О, мама. И все злые гении хотят сделать, я не знаю, либо ученых, либо всех остальных тупыми. Что в прошлой серии этот мистер Литл Н, что там другой ученых похищал, что у всех какие-то это фетиши на глупых. Здравствуйте, меня зовут Кловер. Я изучаю биологию. Когда к вам вернется память, вы мне поможете? А что такое биология? Опять! Мистер Ханниген, завтра на рассвете оставьте $1 миллион в пещере Черная Смерть. Если денег не будет, вы пожалеете. Какие прикольные слизни, они даже проекцию делают. И ушли. Что ужаснее представить нельзя. А ты что тут делаешь? Недалеко ли тебя занесло на Бора-Бора, слышь? Вот она... Она как выяснила это вообще. Вычислила Сэм.
Не знаю, как в 2006 году, но сейчас есть это отслеживание друзей, вот эти приложения, там даже вроде в Google есть такое, если тебе друг разрешит, то ты можешь знать всегда, где он находится. Возможно, она такая: Сэм, ну я тебя включил там датчик, поэтому я всегда знаю, где ты моя лучшая подружка. Я что хотел сказать? Я не помню, в Винкс я это говорил или нет, но помнишь, вот как ее... В городе Блум была такая тоже противная мажорка, и я ее, вот не помню, сравнивал с Мэдди. Да, Сравнивал. похоже, да. А вообще они в один, они внешне выглядят и по поведению выглядят прям как будто с этого рисовали. Нет, бывают и не такие ужасы. Какой сюрприз! Мне нужно загореть для фотографии. Я такая бледная. Ты Я хочешь сказать, что обожаю ты этот курорт. случайно здесь оказалась? Где твоя больная несчастная тетка? Какая тетка? А, ей уже лучше. Померла. Значит, со старухой не надо сидеть, и мы можем отдыхать вместе, как друзья. У них даже, смотри, так-то совпадение, у нее в цветочек, и у нее в цветочек. Здесь типа такое ярко-розовое, а здесь посветлее. То есть наоборот, здесь, как сказать, насыщенный розовый, здесь такой бледный, а у нее наоборот, основание она светлое, а здесь уже Да? насыщенный. Что ты здесь делаешь, Сэм? Тетушку А навещают. ты больную. нанял нас давать уроки танцев. М. Опа! Здесь ужасная скука. Страшно. Ты же сказал, твой любимый отель. Мне нужно выспаться. Пока, Сэм. Пойдем Идите завтра завтра утром на на уроки. базар. Оставь ты этих неудачниц. Пока. Ты должна избавиться от своей подружки. Она мне не подружка. Мне обещают повышение. Кловер, идем. Это что, деньги? Нормально, тут целый сундук. Целый кейс. Ладно, будем ждать того, кто придет за деньгами. Алекс не хочет работать. Пока одна деньги складывает, другая за деньгами следит, Алекс загорает. Дайте мне знать, когда они появятся. Они уже здесь. Что? Всего двое? Это пустяки. Ерунда. Какой продуманный. Он знал, что там появится палец. Так, ну у вас на ремнях такая штука, вы можете за машину зацепиться и поехать. Кстати, да. А возможно, в этих костюмах нет. Джерри же говорит там о всяких приблудах. Это, кстати, немножко нелогично. Нет, у них обычно Он- вот здесь вот на ремне, типа на поясе сердечко такое, оно Да-да. втаскивается. Раньше это всегда было встроено. Ну, А, типа в других сериях. Странно, что он кинул кейс в тачку, которая была практически у них и стартанула около них. Ему надо было дальше уехать, чтобы они думали, что деньги у него, кинуть деньги куда-нибудь в тачку, где они не видят эту тачку. Тачка бы уехала, и все, они бы никогда не догадались, что это именно в этой тачке. Номер надо было запомнить машины. Боже, это вредно. Их нужно догнать. Вперед! Вперед! Да. Стой вперед. Да. Мы их не догоним. Прибавим скорости. Готовы? 1, 2, 3. Скорей! Ого! У автобуса тоже есть какое-то ускорение лютое. Суперскорость! Форсаж пошел уже какой-то. Прикольно, что они умеют водить. А что в этом странно? Ну, типа они подростки. Хотя они школьные, В Америке, мне кажется, все с 16 лет умеют водить. Они там уже даже без прав гоняют, мне кажется. В другую сторону! Ой, Привет. Это не тебе. А если вот это, ну просто видите, как-то не очень, да, чисто с голосовым управлением. В другую сторону на тебя в воду. Нельзя самим, что ли, было резко развернуться и все? Мне кажется, это было бы проще. Или если это совсем прям такое голосовое управление, которое тебя слушает, можно было сказать, за этим автобусом, и они бы ехали чисто за автобусом.
тобой! Вот он! Эй! Погоня закончена! Ошибаешься. Ой, сейчас ей тоже мозги промыл. А она уже второй раз подряд, получается. В прошлой серии была Сэм тоже отключили ей мозг с помощью игрушки. Сейчас опять отключают. Они, походу, избавляются от самых умных здесь. Сэм! Сэм! Что с тобой? Сэм, я искала тебя. Смотри, что я купила. Я буду неотразима. Кто ты? Кто? А, она ничего не помнит. Что здесь происходит? Не понимаю. Мы играем в одну игру. Она называется «Кто ты?». Кто ты? У нее хорошо получается. Я тоже хочу поиграть. Ты будешь играть в следующем раунде. На водных лыжах. Хорошо? Или возьми лыжи на прокат и Такая встретимся Мэнди. на пляже. Она такая: вау, я всю эту жизнь жила неправильно. Она так что, этот дзен словила жизненный, знаешь? Кто ты? Кто ты? Но мне нравится, как там Сэм отыгрывает. Водные лыжи? Вперед! 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 Джерри, Сэм тоже потеряла память. Не выпускайте ее из виду. Это опасно для нее. Мы сделали анализ жидкости. Он вывел нас на след Лестера Кроули. Сторож? Он был сторожем в Институте морской биологии в Бруксе. Он хотел быть ученым, сам проводил какие-то эксперименты. Хотел получить вещество для стирания памяти. Об этом узнали, уволили его и арестовали. Ага, конечно, профессиональный. Знаете, микроскоп какой тяжелый. Ты его так легко не кинешь, как... Конечно, вот так вот. Ага, он тяжелющий. Он бежал. Скрылся, украл оборудование на миллионы долларов. Его нужно найти. Удачи вам. Биолог-неудачник. Я знаю, где его искать. Где? Вот я не знаю. Удобные летающие еще Скажите мотоциклы. мне, что происходит? Тебя зовут Сэм. Сэм? Вот опять я не понимаю, зачем они ее берут с собой, если она реально для них сейчас обуза. Если она не помнит, кто она, кто они и зачем они здесь. Мне кажется, здесь надо говорить Джерри, типа: Джерри, нам нужна нянька, и Джерри должен либо отправлять кого-то, кто будет следить за Сэм, Либо забрать. либо забрать ее, да, потому что это неправильно. Это же, она же может испортить всю миссию, и пострадают и потом и Алекс, и Кловер, и это вообще большие потери. Я мужчина? Нет, ты девчонка. Включайся, шлемы. Погружайся. Ты уверена, что он сядет на воду? Конечно. Они что, мотоцикл выкинули? Вот так вот. Где-то под водой. Это и есть подводная лаборатория Лестера. Как мы попадем туда? Это Атлантида, ребят. Нежные? Нет. Эффективные? Да. Эй, а мне что делать? Я хочу домой. Здесь так скучно. Вторую серию уже хочет домой, а ее все не пускают. О, какое странное приспособление. Он оживляет, как будто, знаешь, как Франкенштейна собрали из кусков, потом током зарядили, он ожил. Да, Так да, и тут просто какой этот, как это называется? Вот холодец, но сладкий. Это что такое? Сладкий холодец. Да. Желе, вот типа желе просто. Господи. Ну, холодец железный, сладкий как бы. Вот. В кроссвордах надо писать. Сладкий холодец. Желе. Желе. И тоже, видите, здесь какую-то субстанцию типа желе вывозят, потом она как током ее бьет, она оживает. Причем половина просто
в эту Вытекает. губку, да. Или есть, короче, игра Slime Rancher, знаешь такую? Да, у Куплинова смотрела. Вот, а я сам проходил. Там тоже разнообразные есть эти слаймы, да, и вот тоже похоже. Там есть такие черные, там разные слаймы, тоже как будто это. Дед, ну ты же уже старый для таких махинаций. Тебе бы на Приступаем пенсию. к последней фазе. Я Хорош. устрою новый порядок жизни. Какой С порядок? этим прибором. Весь мир. Кресло-качалка тебе, и все будет Весь хорошо. мир в моих руках. Вот что значит Нужно пенсия попросить низкая. подкрепление, а потом мы... Эй, ты! Я на кровати. О, Ты знаешь, кто я? взять их! Я делала что-то не так. А я об этом и говорил, что не надо ее брать. Знаешь, кто я? Ты знаешь, кто я? Ты вообще знаешь, нет, кто я? Пойдем выйдем. Пойдем выйдем. Я знаешь, кто на меня крышут? Знаешь, нет, быстро, пойдем выйдем. Что Я думаю, говоришь? что она этот вопрос сделала. Ты знаешь, кто я? Типа, что она не знает, кто она. Ну да. Так и было. А вышло как будто... Ты знаешь, кто я? Типа я тебя сейчас восстановлю. Эй, ты знаешь, Вы кто я? молодые, образованные девушки. Чисто 3 обезьянки. Кормежку ждут. Или знаешь, когда ты накосячил, посуду забыл дома помыть, и мама тебя за это отчитывает, и ты такой... Я покажу вам, как размножаются мои кляксы. Как, ну-ка? На Смотрите. экскурсию повел их вместо тюрьмы, понятно. Они ищут Да. себе жертву и высасывают память из человека. Мне пора. Канал Вилка, Я надеюсь, подписываемся в Телеграме. вам понравится. Это посвящение в члены тайного клуба. Да? А что, Мэнди приплыла их спасать? Она такая, типа, блин, Сэм, ну ты меня спасла, давай раз я тебя сейчас отплачу, спасу тебя. Да, я не знаю, откуда у нее-то эти все навыки спас? Ладно, деньги, она типа мажорка, но Короче, спасать. ничего не делает, она только плывет за яхтой. Так а зачем? А где, как она опять-таки их нашла? Что она делает? В этом мире, походу, каждый может быть Супергероем. Да, супершпионкой. Даже без подготовки. Сама не верю, что говорю, но спасибо, Мэнди. Что здесь происходит? Мы играем в игру «Кто ты?». А, какая сложная игра. Очень. Знаешь, сейчас небольшой этот момент. А в H2O тоже там было 3 русалки, а потом появилась 4-я паскуда, короче, которая к ним потом затесалась в компанию. Вот они там вроде вчетвером в какой-то момент были, но они ее так терпели, типа, кое-как. И вот здесь тоже могли бы так сделать, типа, по сценарию, они втроем, и потом к ним бы еще и Мэнди подтянулся, они бы тоже ее хейтили еще, вчетвером бы Нам занимались. надо с тобой игру тоже поиграть на стриме потом. Извини, но эта игра вышла из-под контроля. А как же Мэнди? Сейчас не время думать о ней. Главное, что она не пойдет за нами. Ага, конечно, да? Ну-ка, хватайся. Нифига себе ты. Как много здесь охраны. Я была права. Ой, О,
Они типа нападают только на тех, у кого есть разум, потому что у Сэм, походу, разума нет. Они такие: не, Сэм, мы мимо тебя просто проплываем, ты нам уже не Да, интересно. походу. О, как это красиво. Вот тебя. Он такой: не вижу интеллекта в твоих глазах, ты мне не интересна. Есть! Мне плохо. Что вы здесь делаете? У вас есть бумажный пакет? Меня тошнит. Кроули, все кончено. Разворачивай самолет. Ладно, скажите, что здесь происходит. Мы должны уничтожить остальные кляксы. Я думаю, Если Мэнди мы сломаем эту сотрет машину, память потом. И будет она потом ходить: кто я? Кто я? Я не могу дотянуться. Мне нужно что-то длинное. Мои волосы! Сэм, на помощь! сейчас будет взрыв. Жестко. Жестко. Она на лысо должна сейчас уже стать, по идее. Ей должно оторвать волосы. Возможно, в реале, возможно. Еще и скальп должно снять с ее головы с этими волосами, скорее Ой, всего. жесть. Потому что там типа механизм-то жесткий, волосы залетели, скальп с головы снялся. Но возможно. Девочки, извините, вы шпионки? Вы связываете этого бандита, а кто управляет самолетом? Кто же им управляет? Вы шпионки, нет? Как же я на помощь! Я спасла тебя, но быть твоей подругой я не хочу. Кроули, мы должны восстановить память Сэм. Как нам это сделать? А зачем он сразу им помогает? Типа он сказал: я вам не скажу. И вообще мои бы планы свершились, если б не эти мелкие. Или что-нибудь такое. Зачем Это он... другой проект. Да я знаю, но все равно зачем они сразу и... Ну, он как бы... Он может сказать: пытайте меня, и только потом я вам скажу. Зачем сразу дал пистолет? Бэк. Сэм, Да. ты знаешь, кто ты? Да, я Сэм. Мы шпионки Всемирной организации защиты человечества. У вас усталый вид. Трудный был денек. Ты вернулась. Мы раскрыли это дело, а лаборатория найдет применение этому веществу. Привет, Мэнди. А ей что здесь нужно? Представляю, что будет в школе, когда я всем расскажу, что вы шпионки. Фантастика. Девочки, это проблема. Спокойно. Злоупотребление своими полномочиями. Ну, вынуждены. Энн такая: кто я? Хорошо, что мы стерли часть памяти у Мэнди. Теперь она не помнит, кто мы. Как приятно видеть прежнюю Мэнди. Можете не стараться, девочки. Самой красивой на фотографии буду я. Мои прекрасные зубы видно? Эй, ты умник, ты со мной работай. Нужно было привести своего фотографа. Чиз! Закрыли. Закрыли, спрятали. Так, сейчас. Вот так, давай. О, чё, как? Прикольная серия, на самом деле. Интересно, что Мэнди все это время была с ними. Не, Мэнди на самом деле сделала классный антураж этой серии. Она прям ее... Раскрасила. Да, она сделала ее лучше, она ее прям подчеркнула Да, собой. было бы скучно, если бы они просто опять была обычная миссия, а так хотя бы что-то новенькое. Да. Добавить. Ну и по мне, этот антагонист лучше, чем прошлый. В
прошлой серии. Здесь вроде то же самое, тоже Сэму стерли память, тоже он там хотел, тоже, ну, у того немножко другие цели с игрушками были, захватить мир, бла-бла-бла, но он тоже как бы подчинял разум, да, давал детский. А здесь просто стирал память. Но здесь это, как сказать, было более логично, более правильно, и антагонист сам по себе. Нам его, конечно, сильно немного не показывали, но он был как бы не такую глупую хотя бы манипуляцию делал, как в прошлой серии. Поэтому мне это больше понравилась серия сама по себе. И Мэнди ее сделал лучше, и много логичного. И Асми эти, как его, медузки прикольные. В принципе, все нормально. Да, вообще классно. Спасибо за просмотр. Обязательно поддержи канал, подписывайся, ставь лайк, оставляй комментарий, пиши, как тебе серии, как тебе реакции. Залетай в Телеграм, у нас там общение, анонсы. Подписывайся на Бусти, ранний доступ к эксклюзиву. И увидимся с тобой в следующей серии. Всем пока. Пока-пока.